В этом году пришедшая весна у нас совпала с весной календарной. И это было так здорово. Птички пели свои весенние песни, ручьи, сбегавшие с полей, бурлили, и уточки вышли на свою первую прогулку после зимнего заточения в мастерской. Ну, а я, конечно же, с превеликим удовольствием взялась за ящички, лопатки и приступила к своим первым цветочным посевам в этом году. И я не буду обрезать края целлофана. За эти целлофановые ушки мне будет проще достать рассаду из ящика, когда придет время ее пересаживать в наши цветники. Серьезных обновлений в цветочном списке на данный момент не предвидится. Белые и ярко-розовые наперстянки уже есть на наших клумбах. Но я купила пакетик семян в надежде заполучить еще какой-нибудь новый цвет или хотя бы оттенок. Если вы решитесь выращивать эти цветы в своем саду, то имейте в виду, они ядовитые. И листья, и цветы, и семена, и даже пыльца. Поэтому постарайтесь подобрать для них безопасное место на вашей клумбе. Львиный зев цвел в прошлом году просто потрясающе. И я не могла не попытаться повторить эту красоту в году этом. Когда-то я засаживала циниями почти весь сад. В прошлом году заморозки погубили всю мою рассаду. Выжил только один экземпляр в теплице. В этом году я постараюсь быть повнимательнее в этом вопросе. Не могу сказать, что астры мои любимые цветы, но у этого сорта название «Прекрасный день», и это сыграло в пользу пакетика семян. В этом году в нашем саду появятся также космеи. Когда я была маленькой девочкой, моя мама высеивала их на клумбу под нашим окном. И из лепестков этих цветов получался просто фантастический маникюрчик.
И еще одна моя забота этой весны. Я решила попробовать сплести сетку для моей клубничной грядки из капроновой нити. Мне сделали деревянные челночки, которые очень приятно держать в руках. Осталось только научиться всем азам плетения. Но делу время, а потехе час. И этот час, как мне кажется, уже пришел. Сегодня мы с вами узнаем продолжение приключений красавицы Катрин. Но для начала совсем коротко о том, что же было в первой части первой книги этой увлекательной истории. Девочка Катрин во время страшного кровавого бунта попыталась спасти благородного юношу Мишеля де Монслави от смерти. Беглеца находят и казнят на глазах у девочки. 9 лет спустя Катрин находит раненого рыцаря, чертами лица похожего на казненного юношу из прошлого. Им оказывается Арно де Монслави, младший брат Мишеля. Катрин и Арно влюбляются друг в друга. Но узнав, что Катрин носит одну фамилию с убийцами его брата, Арно объявляет ее своим врагом.
отвергнутая девушка с разбитым сердцем отправилась в Дижон со своим дядюшкой Матьё. А Арно остался в корчме Гран-Шарлемань до выздоровления в компании с мудрейшим арабским врачом Абу Аль-Хейром. По приезде в Дижон сердце девушки еще долгое время томилось тоской. Но время лечит, и понемногу она вернулась к прежней жизни. И именно к тому времени она получила предложение руки и сердца от знатного ювелира и хранителя сокровищ господина Гарена де Бразена. Предложение, от которого нельзя было отказаться, потому как это был приказ самого его величества, герцога Филиппа Бургундского, которому очень приглянулась красота племянницы торговца сукном и который решил сблизиться с ней, повысив ее до звания знатной дамы. Это предложение Катрин совсем не обрадовало. Она хотела сохранить свою свободу и верность для Арно. Несмотря ни на что, она надеялась еще встретиться с ним и все ему объяснить. Отказаться было нельзя. И поэтому Катрин решила попытаться избежать этого брака, заказав смерть своего жениха. Но дорого поплатилась за это. Гарен де Бразен был только ранен в плечо. А один из самых верных друзей Катрин, Барнаба Ракушечник, который взялся исполнять этот заказ, был арестован и умер во время пыток на дыбе. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Ojcze nasz, który jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jak w niebie, tak na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, odpuść nam nasze winy, jako my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Долго молилась Катрин, и сердце ее успокоилось. Встав с коленей, она приняла решение не идти против судьбы. Она выйдет замуж за Гарена де Бразена. Но никакая сила на свете, даже сам герцог Филипп, не сможет вырвать из ее сердца Арно, который занял его полностью, занял безраздельно, хоть и не оставил надежд. Дом Гарена де Бразена был великолепен. Все было заполнено богато расшитыми гобеленами, редкими книгами в переплетах, украшенных драгоценными камнями, сундуками с серебром, золотом и дорогими украшениями.
А сам муж был очень любезен с Катрин, несмотря на то, что знал о ее попытках организовать его преждевременную смерть. Но, несмотря на явное расположение к своей жене, которую он задаривал подарками, Гарен не появлялся в ее спальне. Это вполне устраивало Катрин, хранившую верность своему рыцарю, которого ей удалось встретить на балу, устроенном по случаю помолвки двух принцесс Анны и Агнесы Бургундских. Арно появился там весь в черных доспехах, вплоть до перьев султана, которыми был украшен его шлем, для того, чтобы вызвать герцога Филиппа Бургундского на бой за предательский союз с Англией, бывшим врагом Франции. И именно в голубом рыцарском шатре, расположенном на арене, Катрин смогла приблизиться к нему и на мгновение растопить лед в его сердце. Они стояли друг против друга, разделенные сундучком с лекарствами, оставленным на земле оруженосцем. И, возможно, эта встреча не закончилась бы только поцелуем, если бы не стражники герцога Филиппа, которые пришли, чтобы арестовать Арно, победившего в этом рыцарском сражении. Катрин в очередной раз пришла к Арно на помощь, обратившись к герцогу Филиппу с прошением об освобождении, рассчитывая на его справедливость и благосклонное отношение к ней. Герцог Филипп был удивлен этим арестом, так как не отдавал этот приказ. Но также удивившись такой заботе госпожи Добразен о рыцаре, который на минуточку желал смерти ему, Филиппу Бургундскому, пленнику зачитал приказ о помиловании прямо в своей спальне в присутствии Катрин, которую накануне попросил остаться до самого утра. Арно был освобожден, но, как казалось Катрин, навсегда потерян для нее. Так заканчивается вторая часть первой книги. К сожалению, Катрин и Арно снова не вместе. Но если и мы, и они живы, то значит, жива и надежда.